Мору был жалким уродом, который жил в мире, полном магии и тайн. В этом волшебном мире люди, рожденные со сверхспособностями, называются спасителями. Они ходят в специальную школу, где учатся использовать свои способности и сражаться со сверхъестественными монстрами, которые угрожают уничтожить весь мир. Большинство учеников здесь могут стать либо магами, которые используют магию, либо воинами, которые используют оружие в зависимости от того, кем они были в прошлой жизни. Но Мору, сирота, был особенным, потому что он мог использовать обе способности одновременно, что делало его одним из самых сильных и уникальных людей на Земле. Но до того, как он вспомнил свою прошлую жизнь, он был просто бесполезным неудачником, который заснул в день открытия школы и увидел сон о своей прошлой жизни, где он был мастером фехтования и беззастенчиво влюблен в свою сестру. Потому что он хотел, чтобы это осталось в семье. Он проглотил целую армию ради нее, и они уже собирались поцеловаться, но тут его разбудила розоволосая девушка по имени Сацуки, которая ударила его головой только потому, что она стерва. Мору посмотрел вперед и увидел девушку своей мечты в образе Сацуки и вдруг назвал ее по имени из прошлой жизни. Сацуки расплакалась, потому что тоже узнала его. Она обняла его и назвала братом. А он сказал ей, что не знает ее, потому что ничего не помнит из прошлой жизни. И тут они заметили, что девушка по имени Шизу лежит на полу без сознания, наверное, от того, что нюхала мел. Они подходят к ней с беспокойством, но она вдруг видит мужа из прошлой жизни и целует его. Сацуки ревнует и отталкивает их, прежде чем наброситься на Шизу. Шизу спрашивает, почему ее волнует, с кем она целуется, и Сацуки отвечает, что любит Мору и семья для нее на первом месте. В любом случае, они идут на урок, где все должны представиться. Сацуки, экстраверт 900 уровня, заявляет, что хочет подружиться со всеми и стать самой сильной в школе. Она говорит всем следовать за ней, но они смотрят на нее с отвращением, и она садится на место, сгорая от стыда. Позже у них урок практической магии. И по какой-то причине все идут на арену в купальниках. Учитель объясняет, что есть два вида магии – светлая и темная. И сегодня он собирается научить их основам светлой магии. Он делает несколько дзюцу, чтобы надеть модную одежду, и ученики впечатлены, но, как и любой другой бесполезный учитель, он говорит им, что они должны научиться этому сами. Ученики очень стараются, но у них ничего не получается. Сацуки решает показать им, как это делается, и без труда призывает свой костюм. Она хвастается, поднимая девушку и крутя ее, как баскетбольный мяч, но слышит, как уродливый парень называет класс бесполезным. Он говорит, что, возможно, если бы монстры напали и разрушили город или два, у таких талантливых новичков, как он, появился бы шанс сражаться на передовой. Сацуки обижается на это и, как подражатель герою, подходит к уродливому парню и пытается научить его быть лучше. Она оскорбляет его, и разъяренный парень тут же призывает свой боевой костюм, готовый к драке. Увидев это, учитель пытается их остановить, но он еще более бесполезен, чем Сакура, поэтому он позволяет им драться. Они достают свои жетоны, которые превращаются в оружие, и Сацуки нападает на парня с мечом. Но парень легко отбивает все ее атаки топором. Она пытается снова атаковать его, но он обезоруживает ее. Уродливый парень говорит ей поднять меч, но когда она отворачивается, он наносит ей удар в спину. Она падает на землю и плачет от стыда. Моро подбегает к ней и прикрывает ее. Парень насмехается над ним, говоря, что он неудачник, который даже не может призвать свой костюм. Но Моро ничего не говорит и смотрит, как Сацуки смущенно убегает. Он ведет ее в кафе, чтобы подбодрить. Сацуки говорит, что ей плевать на то, что она герой. Она просто хотела выглядеть круто перед ним, но в итоге выглядела как клоун. И теперь она может только плакать. Ее слезы превращают Моро в слабака, и он вызывает уродливого парня на бой вечером, прекрасно понимая, что, скорее всего, проиграет. Парень смеется ему в лицо и бросает ему кучу оружия на выбор. Моро берет меч, а парень просто срывает свой жетон и достает огромный топор. Он нападает на Моро и одним ударом подбрасывает его в воздух. Моро поднимается, понимая, что едва может предугадывать атаки парня. Уродливый парень двигается как молния и быстро заходит Моро за спину, чтобы напасть на него. Ему удается отразить атаку, но от удара он падает на землю. Мору снова удается встать, и он нападает на парня, требуя, чтобы тот извинился перед Сацуки. Но парень легко отражает все его атаки, а затем разбивает его меч на куски. Однако это не останавливает Мору, и он снова бросается на парня со своим сломанным мечом, но тот снова и снова сбивает его с ног. Он встает и снова нападает на парня, но на этот раз тот обезоруживает его, и прежде чем Мору успевает поднять свой меч, парень оказывается перед ним, готовый нанести последний удар. Внезапно перед ним всплывают воспоминания о том, как он был мастером фехтования, и он вспоминает, что обещал Сацуки, что никогда не проиграет. Сацуки и Шидзу тоже смотрят на бой. Сацуки кричит Мору, что поцелует его, если он победит. Мору готов был победить даже бога ради поцелуя, и он инстинктивно достает свой жетон, превращая его в меч. Он бросается на парня с невероятной скоростью. И как бы парень ни старался, он не может попасть по Мору, который уклоняется от каждой атаки. Их оружие сталкивается, и Мору ломает топор парня,
который от удара падает на землю. Мору тоже падает, не понимая, как такой жалкий неудачник, как он, может победить. Но Сацуки это не волнует, она подбегает к нему и крепко обнимает. Позже Мору просыпается и видит над собой девушку, которая целует его. А потом быстро убегает, прячась за директором, который сообщает ему, что девушка восполнила его потерянную ману. Мору беспокоится, что ФБР может его поймать, хотя он ни в чем не виноват. Но директор уверяет его, что они никогда ничего не узнают. Затем он слышит крик Сацуки и видит, что директор привязала ее, чтобы она не сделала ничего плохого. Директор садится рядом с ним, чтобы что-то объяснить. Но Мору трудно сосредоточиться, потому что перед ним два больших отвлекающих фактора. Директор говорит, что он отличается от других и может помнить две свои прошлые жизни. Мору говорит, что у него нет даже воспоминаний об одной из них. Директор говорит, что уверена, что он третий раз переродился, потому что почувствовала от него странную энергию во время их боя. Мору ничего не понимает и уходит, попросив директора отвезти его в общежитие вместе с его глупой сестрой. На следующий день в классе появляется парень и просит Мору и Шидзу пойти с ним. Их отводят на террасу, где парень сначала извиняется перед Мору, потому что тот урод, который вчера с ним подрался, был его младшим братом. Затем он говорит, что увидел в Мору большой потенциал и хочет, чтобы он присоединился к его специальной группе для борьбы с опасными монстрами. Парень говорит Мору, что они сражаются с монстрами только раз в месяц, но это опасная работа, и там были смертельные случаи. Но есть и плюсы, за это платят стипендию. Услышав сумму, Мору сразу соглашается, потому что деньги для него важнее жизни. Шидзу тоже соглашается. И парень говорит ей, что пока она в резерве. Сацуки все это слышит и начинает ревновать. Она бежит на крышу и просит парня взять ее с собой. Парень говорит, что даже не знает ее и что она недостаточно хороша, чтобы быть в резерве. Может, ей стоит снять видео для ТикТока или что-то в этом роде. Позже парень берет Мору и Шизу с собой на встречу с другими членами их группы. После того, как они произносят клятву, как маленькие дети, группа начинает тренироваться. Моро измотан. Возвращаясь с тренировки, он жалуется Шизу, что устал, и тут появляется Сацуки, обвиняя их в том, что они заставили ее ждать. Она нашла самый дешевый ресторан в городе и приглашает Моро на ужин. Но Шизу прерывает ее и говорит, что у них нет времени на такую ерунду. Моро хочет пойти с Сацуки, но Шизу прогоняет ее, говоря, что они работают и у них нет времени на таких бездельников, как она. Сацуки, как отчаявшаяся неудачница, спрашивает, может ли она хотя бы погулять с ними во время перерыва. Но когда он колеблется, она убегает в смущении. Моро ругает Шизу за то, что она лезет не в свое дело, и бежит за Сацуки, чтобы утешить ее. Увидев, что она плачет, он жалеет ее и идет с ней, предлагая погулять завтра во время перерыва. На следующий день она просит Шизу помочь ей выбрать подарок для Моро. Они ходят по разным магазинам, но Сацуки все еще сомневается, и они идут за сладостями. Внезапно небо темнеет, и из воды появляется гигантский змееподобный монстр. Все в панике разбегаются, а мальчик остается один и плачет. Сацуки видит, что Шизу застыла на месте, как олень в свете фар, и сама напугана. Но она не хочет вечно оставаться трусихой, поэтому достает свой жетон и вынимает меч. Она велит Шизу отвести мальчика в безопасное место, а сама бросается на змея. Ей удается нанести ему сильный удар. Но это не останавливает монстра. Змей готовится напасть на нее. К счастью, Шизу приходит на помощь Сацуки. Она рисует в воздухе граффити, которое выпускает ледяную магию в змея. Они решают сражаться с ним вместе, и змей преследует их. Шизу выпускает шквал ледяных лучей, а Сацуки наносит змею новые удары. Но прежде чем она успевает отпраздновать свою героическую победу, из пола появляются новые змеиные головы, и они с ужасом понимают, что это Гидра. Сацуки падает на землю, и ее вот-вот атакует ядовитый газ. Но Шизу заслоняет ее собой и начинает превращаться в камень. Тем временем Моро умоляет спецназ помочь девочкам, но ему отказывают, потому что для победы над девятиглавой Гидрой, которая является невероятно сильным монстром, нужна армия из 100 человек. Моро вспоминает свое детство, когда он беспомощно смотрел, как его родителей увозят в больницу. Он не готов снова кого-то потерять. Он кричит на спецназ, называя их трусами, и бежит спасать своих девочек. Тем временем Сацуки держит Шизу на руках, а Гидра обвивает ее своим языком, готовая проглотить. Шизу зовет Моро, и он появляется как раз вовремя, чтобы отрубить Гидре язык. Он снова нападает на Гидру, пронзает ей глаз и наносит несколько ударов. Гидра одолевает его, но он продолжает сопротивляться. Видя, что ему приходится нелегко, Шизу встает и говорит, что у него есть еще одна сила. Внезапно Моро вспоминает свою прошлую жизнь, когда он был магом. С огромной решимостью он чертит в воздухе заклинания, уклоняясь от атак Гидры. Гидра проглатывает его, но он не сдается. Наконец он заканчивает заклинание, и голова Гидры разлетается на куски. Он превращает огненную атаку в маленький шар и зачаровывает свой меч, покрывая его черным пламенем.
Затем Моро атакует Гидру своим зачарованным мечом и одним ударом полностью уничтожает ее. Когда змеиные головы падают на землю, Сацуки и Шизу тоже приходят в себя. Позже, услышав о храбрости Сацуки, капитан спецназа решает взять ее в команду, но только в качестве замены. Она прыгает от радости, ведь теперь она сможет проводить больше времени с Моро. На следующий день они сидят в ресторане и обсуждают Гидру. Директор школы заявил СМИ, что 3 учеников победили Гидру, хотя большую часть работы сделал Моро. Сацуки недовольна тем, что он не получил заслуженного признания. Моро говорит, что это было не так уж и важно. Шизу говорит ему, что Гидра была настолько сильной, что только один из 6 героев мог победить ее в одиночку. И тут в ресторан заходит странный блондин и садится за соседний столик. Он иностранец и говорит по-английски, чего официантка не понимает. Сацуки вмешивается и предлагает помочь. Но тут странный тип начинает говорить по-японски, что очень ее раздражает. Он заказывает какой-то модный напиток, как будто он в Старбаксе, и Сацуки злится и говорит ему, что в традиционных кафе такого не поддают. Моро приходится ее успокаивать. Но Сацуки решает преподать ему урок и подает ему вкусный на вид напиток, говоря, что это фирменный напиток шеф-повара. Но когда странный тип делает глоток, он тут же с отвращением выплевывает его, потому что напиток пахнет мочой с хлоркой. Сацуки и шеф-повар показывают друг другу большие пальцы, а Моро бежит к стойке за салфетками. Вдруг Моро чувствует что-то странное и оглядывается, но странного типа уже нет. Капли чая почти неподвижны, и он думает, что время остановилось. Но тут прямо за ним появляется блондин. Моро понимает, что эта его способность позволяет ему двигаться так быстро, что все остальное кажется неподвижным. Странный тип быстро подходит к Моро, готовый ударить его, но останавливается в последний момент и отменяет свою способность, создавая мини-бурю. Он спрашивает Моро, не мог ли он двигаться или не двигался специально, и Моро выбирает первый вариант. Мужчина разочарован и уходит, а все остальные в недоумении, что же здесь произошло. Шидзу теперь знает, что тот парень – Эдмунд, герой С-ранга и глава спецназа Англии. О знаменитой битве Моро с Гидрой знают все. Все герои 6 рангов по всему миру хотят с ним встретиться. На следующий день, когда они идут на тренировочную площадку, они встречают того парня, который поцеловал Моро на днях. Она представляется как Майя, родственница директора, и объясняет, что она пробудила свои способности в раннем возрасте, поэтому не может ходить в школу, как обычные дети. Шидзу, кажется, знает ее, и когда Моро спрашивает об этом, она говорит, что ее старший брат – директор школы. После этого они идут на бесполезный урок, где для учеников 1 и 2 курсов проводят совместное занятие. Парень со 2 курса по имени Ками, который тоже состоит в спецназе, начинает вести себя как самый несносный ребенок на свете. Он ревнует Моро к тому, что тот в последнее время привлекает к себе все внимание, и вызывает его на дуэль. Эдвард тоже там в качестве гостя, чтобы посмотреть на этот бой, но кажется, он потерял интерес к Моро. Ками призывает свой костюм, достает посох и чертит в воздухе заклинание 2 уровня, посылая в Моро огненный луч, но тот с легкостью блокирует его. В ответ Моро чертит заклинание 3 уровня и посылает в него гораздо более мощный огненный взрыв. После этого он идет в кабинет директора. Но ее там нет. Вместо нее он встречает Майю. Она просто позвонила ему, потому что хотела с ним встретиться и попросить его остаться. Она спрашивает, интересно ли ему узнать о Шидзу и ее старшем брате. Она рассказывает, что дедушка Шидзу был тем человеком, который пожертвовал все свои деньги на строительство этой школы. А ее семья занимает здесь важные посты. Брат Шидзу очень амбициозен и использует ее, чтобы добиться славы и успеха. Позже Моро засыпает на улице. Шидзу сидит рядом с ним и восхищается им. Она ложится рядом с ним, а Моро видит сон о своей прошлой жизни, когда он был могущественным магом и мог в мгновение ока вызвать ледниковый период в королевстве. В той жизни Шидзу была ведьмой из потустороннего мира и возлюбленной Моро, и они правили замерзшим королевством. Моро просыпается от этого сна, думая, что он был слишком реалистичным, и видит, что Шидзу спит рядом с ним. Он пугается и отодвигается, спрашивая, что она делает, но она продолжает флиртовать с ним. Вскоре приходит Сацуки и ругает их за то, что они ведут себя как влюбленные. Вечером Моро приходит к Шидзу и ужинает с ней и ее братом, который пытается свести их. Затем Моро спрашивает его, знает ли он, что нужно для получения ранга С, и тот отвечает, что не знает. Для этого нужно победить монстра, которого нельзя победить в одиночку, и Моро сделал это, победив Гидру. Моро говорит ему, что это была командная работа, но парень, даже не думая о своей сестре, говорит, что получит ранг, если девушки признают, что он сделал все в одиночку. Шидзу возражает, говоря, что если Моро получит ранг С, то потеряет свободу, потому что станет активом, которым всегда будет управлять компания. Но ее брат велел ей заткнуться, потому что она не имеет права голоса в семейных вопросах. Позже Шизу извинится перед ним за своего эгоистичного и бесполезного брата. Брат говорит, что все в порядке, и спрашивает, какая у нее комната, которая кажется слишком убогой для такой 10-летней девочки, как она.
Шизу грустно отвечает, что ей не разрешают украшать свою комнату и заниматься хобби, как другим членам семьи, потому что все решения принимают старшие, и она вынуждена жить как рабыня. Она вспоминает свою прошлую жизнь, когда она действительно была рабыней. Ее заставляли мыть полы и кормить заключенных. Там она встретила молодого Моро, самого опасного заключенного. Позже он научил ее магии, и она влюбилась в него. От мыслей о настоящем ей становится грустно, и она ведет его на балкон, где они наслаждаются обществом друг друга. Шизу прислоняется к нему, и Моро вспоминает свой сон. Он хочет обнять ее, но слишком робок, чтобы сделать хоть шаг. После этого дворецкий отвозит его домой, где Моро получает в подарок дорогую еду. Он понимает, что за ним следят, и говорит преследователю, что не хочет драться, и они должны решить все мирно. Но преследователь не хочет мира и срывает с Моро жетон, готовый к бою. Моро уклоняется от всех его атак. Но его пакет с едой не так повезло спасти. Разозлившись из-за потери бесплатной еды, он достает меч и нападает на преследователя. Их оружие сталкивается, и он с удивлением понимает, что преследователь – женщина. Она превращает свое оружие в 2 клинка и нападает на него, говоря, что докажет, что он не стоит того, чтобы его босс о нем беспокоился. Он блокирует ее атаку, и она выпускает мощный зеленый луч. Моро вспоминает моменты из другой своей жизни и пишет заклинание, которое запускает мощную атаку ветром, которое отражает ее атаку, а затем поражает ее. Она падает на землю и убегает. Оказывается, Эдмунд послал свою служанку-женщину сразиться с Моро, чтобы проверить его силу. Но он говорит брату Шизу, что не может присвоить Моро ранг С, потому что тот недостаточно хорош. Брат Шизу говорит, что Моро в одиночку победил Гидру, но Эдмунд считает, что он сделал это только с помощью 2 девушек, у которых тоже может быть большой потенциал. На следующий день Моро приходит в свою комнату в общежитии и находит Майю, которая говорит, что теперь она будет его соседкой по комнате. Или, если он захочет, она может быть и его подушкой. Он просит ее уйти, но она говорит, что это решение директора. И Моро в итоге спит на одной кровати с ней, боясь ФБР. Тем временем брат Шизу говорит ей уехать за границу и учиться там, потому что Эдмунд увидел в ней потенциал. Он говорит, что в Англии не так много талантливых магов, и они очень заинтересованы в том, чтобы ее нанять. Она ссорится с братом, который просто говорит, что это решение семьи. Вместо того, чтобы показать средний палец брату и семье, как она должна была сделать. Шизу с грустью отправляется в школу, где встречается с Моро и остальными. Когда Моро видит Шизу, она улыбается, но ревнует, когда Сацуки говорит ей, что Моро начал с ней встречаться. Позже они вместе обедают. Сацуки с гордостью показывает свои бутерброды и смеется над обедом Моро. Они начинают спорить. Пока Шизу пользуется моментом и кормит Моро бутербродом, который уже съела, Сацуки ревнует и обвиняет Моро в измене. Чтобы успокоить эту сучку, Моро соглашается угостить ее хот-догом, и она с удовольствием съедает его. После этого Моро и остальные уходят, а Шизу остается смотреть им вслед. На следующий день в школе они замечают, что Шизу нет, и Майя бежит к ним, чтобы сообщить, что Шизу отправляют учиться за границу. Моро решает сделать все возможное, чтобы связаться с ней. Он звонит ей домой, когда она обедает с Эдмундом и братом. Он представляется директором школы, и брат Шизу просит ее поскорее подойти к телефону. Она в шоке, когда слышит голос Моро, и он спрашивает, почему она не пришла в школу. Она пытается соврать, что у нее простуда, но Моро говорит ей прекратить врать. Тогда она признается, что уезжает в Англию учиться, и Моро спрашивает, ее ли это решение. Она объясняет ситуацию, и он говорит ей не слушать своего эгоистичного брата. Она говорит, что у нее нет выбора, и вспоминает свою прошлую жизнь, когда ее считали рабыней. Она думает, что она все еще рабыня, но теперь ее жизнью управляет семья. Со слезами на глазах Шидзу говорит ему, что с ней все будет в порядке, и кладет трубку. Она возвращается к ужину, притворяясь, что все хорошо, а ее брат пытается продать ее Эдмунду. Внезапно дворецкий сообщает, что у них гости, и этот придурок просит его выпроводить их, но уже слишком поздно. Когда Моро врывается в дом, разбив окно, брат Шидзу приходит в ярость и говорит, что арестует его за вторжение. Но Моро просто говорит «заткнись, сука». Затем он поворачивается к Эдмунду и говорит, что тот совершает ошибку, забирая Шидзу с собой, потому что она не стоит таких усилий. Он заявляет, что в одиночку победил Гидру. Но Шидзу говорит ему, чтобы он не принимал это близко к сердцу, потому что если он станет сранговым, то станет национальным оружием, но у него не будет никакой свободы. Она начинает плакать и спрашивает, почему он готов отказаться от этой свободы ради нее, ведь они всегда смогут быть вместе, когда она закончит учебу. Моро говорит, что ему плевать на детали, но он хочет, чтобы она была честна с собой. Шидзу признается, что хочет быть с ним, и бросается к нему, чувствуя, как цепи, которыми она была связана с семьей, рвутся. Он крепко обнимает ее, как в их прошлой жизни. Он берет ее на руки и выпрыгивает из комнаты, а ее брат пытается их остановить. В этот момент подъезжают Сацуки и Майя.
Моро садится в машину вместе с Шидзу. Из всех людей в машине руль доверили ребенку, и она жмет на газ так, будто завтрашнего дня не будет. Брат Шизу просит Эдмунда вернуть его сестру, но тот отказывается, говоря, что это вызовет дипломатические проблемы. Тогда этот придурок решает использовать свой статус высокопоставленного чиновника, чтобы официально потребовать вернуть сестру. Эдмунд бросается в погоню, и слуга нападает на машину Моры. Эдмунд останавливает машину с помощью цепей. Затем Эдвард и его боевая горничная приходят туда, чтобы разобраться с ними. Эдмунд требует вернуть Шизу, но Мора отказывается и вместо этого вызывает его на дуэль, чтобы доказать, что он действительно силен. Эдмунд соглашается, и Мора просит своих девушек достать оружие, а сам достает свой меч. Начинается бой, и Эдмунд достает свой меч, говоря, что он больше. Он нападает на Мору, который блокирует его атаку и наносит ответный удар. Но Эдмунд блокирует его меч голыми руками и ранит его. Пока его слуга сражается с Сацуки и Шизу, Мора произносит заклинание. Но Эдмунд просто проходит сквозь него, не обращая внимания. Мора спрашивает, что это за магия, и Эдмунд объясняет, что сосредоточив всю свою магию вокруг тела, он становится невидимым на 2 секунды. Мора решает использовать более мощное заклинание. Но Эдмунд появляется перед ним и отбрасывает его. Тем временем Майя создает магическое поле, и Мора понимает, что это то же самое, что и на арене, которая нейтрализует любые повреждения. Майя подбегает к нему и говорит, что он прав. Мора уверен, что теперь использует свою истинную силу, поэтому начинает читать заклинание, и Эдмунд использует тот же трюк, чтобы атаковать его. Но на этот раз Мора быстрее и уклоняется от атаки. Он продолжает читать заклинание, чтобы наделить свой меч пламенем Аматерасу, и затем бросается на воина С-ранга. Мороз атакует Эдмунда, и его меч ломается. Эдмунд удивлен, но прежде чем он успевает нанести ответный удар, Эдмунд достает еще один жетон и призывает полный доспех с огромным щитом и копьем. Тем временем битва между слугой и девушками продолжается, и они падают на землю. Они видят мощные взрывы вдалеке, и это происходит из-за битвы между Эдмундом и Моро. Оба очень сильны и яростно сражаются. Но Моро несколько раз атакует, а Эдмунд блокирует его щитом. Тем не менее, Моро продолжает атаковать, и ему удается пробить доспех Эдмунда. Это злит Эдмунда, и он яростно нападает на Моро. Моро думает, как ему победить и спасти Шизу. Внезапно он вспоминает свою прошлую жизнь с Шизу, которая была его женой и всегда была рядом, даже когда он разрушал целые страны. Моро вспоминает заклинание из своей прошлой жизни и, подпрыгнув высоко в воздух, начинает рисовать очень мощное магическое заклинание. Шизу узнает его, это запрещенное заклинание из их прошлой жизни. Эдмунд тоже с нетерпением ждет этого, и Моро запускает свое заклинание. Он выпускает ледяного дракона, который превращает местность в ледяную пустошь и замораживает все вокруг. Эдмунд стоит на пути ледяной волны и смеется, говоря, что нашел героя 70-го ранга, а потом превращается в ледяную статую. Позже той ночью Мороу и его девушки приходят в дом директора, где Майя лечит их раны. Моро говорит, что не победил Эдмунда, а просто заморозил его, чтобы он не мог двигаться. В этот момент Эдмунд приходит поговорить с Моро и Шизу, признавая свое поражение и сообщая, что он не будет отправлять Шизу в Англию. Затем он назначает Мору ранг С и уходит. Позже Шидзу сообщает Мору, что ее брат сказал ей, что если она не может поехать в Англию с Эдмундом, то должна быть рядом с Мором и соблазнить его. Мору это кажется забавным, и он смеется. Примерно через месяц после этого инцидента командир спецназа сообщает им, что у них будет летний лагерь на небольшом острове. Все очень рады, но командир предупреждает их, чтобы они вели себя хорошо. Сацуки планирует купить интересный купальник, чтобы привлечь внимание Мора, и смеется как сумасшедшая над своей глупой идеей, а избалованный Шидзу предлагают безумное количество вариантов на выбор. Тем временем Мару заходит в магазин, чтобы купить себе купальник, и видит там девушку по имени Момо, которая не знает, что выбрать. Мору, как настоящий извращенец, выбирает для нее купальник, и она убегает в смущении. Позже они собираются перед школой, и директор пишет заклинание, чтобы перенести учеников в летний лагерь. Там Мору звонит Эдмунд и сообщает, что у них встреча с другими рангами С. Они отправляют фотографии, сделанные в лагере, директору, который сейчас в самолете. Кажется, Сацуки каждую ночь в лагере ускользала от Мора, но только для того, чтобы тренироваться и победить свою соперницу Момо. Внезапно Моро вспоминает свою прошлую жизнь с ней и то, как он всегда оставлял Сацуки позади в бою, чтобы защитить ее. Он говорит ей, что она должна отказаться от своей глупой идеи победить Момо, потому что она жалкая неудачница по сравнению с невероятной скоростью Момо. Она умоляет его, и он соглашается ее тренировать, жалившись над ней, но предупреждает, что не может гарантировать ей победу. На следующий день она с гордостью хвастается своими навыками в приготовлении барбекю. Это единственное, в чем она хороша. Моро разговаривает с парнем о встрече с ранга, и Ками прерывает их, насмехаясь над ним, что его повышение до С-ранга будет отменено.
Ночью Моро учит Сацуки бегать по воде и произносит пафосную речь о силе воли. Они присоединяются к остальным и вместе смотрят фейерверк, пока лагерь не закончился. Они веселятся с бенгальскими огнями, а потом Моро уходит прогуляться. Он встречает Шизу в кимоно, и она говорит ему, что это была идея Сацуки. Они немного болтают, любуясь луной, и он извиняется перед ней за то, что не проводил с ней время раньше. Вскоре после этого созывается собрание всех героев Сранга. На собрании Эдмунд просит всех проголосовать за то, чтобы Моро присоединился к Сиарангу. Российские и французские руководители голосуют против него, а США еще не определились. Япония голосует за него, ссылаясь на то, что он победил девятиглавую гидру за секунды. Российские и французские руководители просят его предоставить доказательства, но их нет, поэтому они просто смеются над другими за то, что те так легко верят. Эдмунд пытается сказать им, что Моро надрал ему задницу в честном бою, но в этот момент японский руководитель чувствует резкую боль в груди и предупреждает всех, что приближается монстр. Внезапно раздается сигнал тревоги, предупреждающий о присутствии чудовища. Монстр длиной около 300 метров выглядит как помесь козьего помета и краба. Капитан спецназа сообщает команде о силе и местонахождении чудовища, говоря, что тот, кого они победили на днях, был просто мелкой сошкой по сравнению с этим. Монстр направляется прямо к ним, но вместо того, чтобы приказать команде сражаться, капитан говорит, что они отступят из-за отсутствия японского руководителя. Некоторые студенты пытаются убедить его, что они должны остаться и сражаться. Но тут вертолет, который следил за чудовищем, уничтожен. Капитан говорит, что монстр либо очень умный, либо агрессивный, поэтому они не могут рисковать и сражаться с ним. Он просит всех собрать вещи и эвакуироваться вместе с остальными жителями острова, чтобы спастись. Ками первым убегает как трус, и остальные уходят вслед за ним. Мороу тоже говорит своим девушкам, что им нужно собирать вещи. Тем временем на собрании русская женщина не дает японскому руководителю уйти и говорит, что Моро должен доказать свою силу, победив это существо. Француз соглашается с ней и накладывает на японского руководителя заклятие сна. На острове летают вертолеты, приказывая всем эвакуироваться на кораблях. Моро планировал остаться и сражаться, и неудивительно, что его девушки тоже хотят присоединиться к нему. Даже капитан присоединяется к ним, потому что помнит слова Моро, когда тот ушел спасать девушек от гидры. Капитан говорит, что они впятером могут сотворить чудо. Но потом к ним присоединяется остальная часть спецназа, чтобы сразиться с чудовищем. Они достают свои мечи и произносят свой дурацкий девиз. Вскоре гигантский монстр становится виден с их позиции, и капитан предполагает, что его привлекает звук, потому что он направляется прямо к маяку. Он решает использовать это, чтобы заманить монстра, и они разрабатывают план, по которому маги наносят большую часть урона с расстояния, Майя защищает их барьером. Воины атакуют с более близкого расстояния, и, наконец, Мороу и капитан добивают монстра, когда тот ослабевает. Но их план быстро проваливается, потому что как только монстр появляется на берегу, вызванная им волна отключает электричество, и сирену невозможно включить. Монстр останавливается, но тут внезапно появляется Ками и стреляет в него фейерверками, как будто это новогодняя вечеринка. Его глупые атаки привлекают внимание монстра, и тот направляется к нему. Увидев ужасающую и отвратительную голову монстра, Ками снова убегает. Шидзу что-то чертит и посылает в монстра ледяную атаку, замораживая его ногу. Остальные присоединяются и атакуют его другими стихиями. Им удается отрубить одну из его ног, но радоваться рано, потому что из раны вылезают маленькие червеобразные монстры. Пока остальные сражаются с ними, капитан бросается к главному монстру, вспоминая, как в последнее время проигрывал Тора в тренировках. Он спросил, как ему стать сильнее, и Тора ответил, что дело в духе. Поэтому он решительно бросается на монстра и отрубает ему ногу. Все заняты боем, но Тора почему-то думает, что сейчас самое время для музыки и дискотеки. Он включает такую громкую музыку, чтобы поднять боевой дух, что монстр тут же направляется к нему. Затем он достает меч и бросается на чудовище, попутно бормоча заклинания. Он снова заряжает меч черным пламенем и отрубает одну из клешней монстра, пока остальные члены группы сражаются с мелкими тварями. Момо сообщает капитану, что левая лапа монстра уничтожена, и теперь они будут атаковать его туловище. Внезапно по всему телу монстра появляются уродливые головы, и капитан понимает, что они не справятся с ним, и приказывает Момо отступить вместе с остальными. Затем монстр издает громкий оглушительный визг, и все закрывают уши, не в силах его вынести. Даже Моро укрывается магическим барьером и изо всех сил старается не потерять концентрацию. Остальные члены группы падают на землю, а гигантский монстр посылает еще больше чудовищных существ. Сацуки вспоминает слова Моро и приходит в ярость, решив сразиться с ним в одиночку. Она бросается на него и начинает рубить личинок, как будто играет в Фрут-ниндзя в реальной жизни.
Пока Момо бежит к Моро и рассказывает ему о храбрости Сацуки, монстр начинает поворачиваться в сторону, и Моро понимает, что он пытается напасть на Сацуки, которая сейчас в опасности. Он просит Момо помочь Сацуки, пока он будет сражаться с монстром один. Он прыгает на уродливую спину монстра и думает, как его победить. Внезапно бог сюжетной брони напоминает ему о запретном разрушительном заклинании из его прошлой жизни. Он вонзает меч в спину монстра и начинает его крутить. Тем временем Майя создает барьер, чтобы защитить группу от личинок. Сацуки очень устала, но продолжает рубить личинок и падает на землю. Момо подбегает к ней и помогает добраться до защитного барьера. Монстр начинает набирать воздух для очередного оглушительного крика, и Моро вспоминает о своих друзьях и получает невероятный заряд энергии благодаря силе дружбы. На самом деле он вырезал на спине монстра целый магический круг и вонзил меч прямо в него. Магический круг начинает светиться, и монстр взрывается. Японский руководитель просыпается, когда монстр исчезает с радаров, и очень гордится тем, что Моро смог его уничтожить. Он хвастается перед остальными срангами, к большому неудовольствию французского и русского руководителей. Им нечего возразить против того, что Моро стал срангом, но Эдмунд предлагает, чтобы пока Моро не закончит школу, ему не присваивали это звание. Тем временем Майя лечит раненых, а Моро общается с Сацуки. Они мило проводят время, пока не приходит Шизу, а затем и остальные члены группы, нарушая их уединение. Через несколько дней Моро находит в своем шкафчике любовное письмо с просьбой встретиться с отправительницей за спортзалом. Он паникует, читая его, но все равно решает пойти на встречу с девушкой, которая его отправила. Оказывается, что это новая ученица из России. Она говорит ему, что влюбилась в него с первого взгляда, а Моро отвечает, что они никогда раньше не встречались. Она отвечает, что влюбилась в него прямо сейчас. Мору это кажется полным бредом. Девушка говорит ему, что любит его, и просит начать с ней встречаться. У него каменное лицо, он не верит ей, думает, что она что-то замышляет, но она уверяет его, что просто хочет от него детей. К его разочарованию, Мору отказывает ей. Она впадает в депрессию и думает, что ей стоит покончить с собой, поэтому он жалеет эту жалкую девушку и предлагает ей просто дружить. Позже в класс заходит новая девушка, и все начинают ею восхищаться. Она представляется классу как Елена. Соцуки, как дура, машет рукой и спрашивает, какая у Елены фамилия, и не от отца ли она ее взяла. Она отвечает, что ее отец ушел за молоком. Поэтому она ничего о нем не знает, а в приюте ей дали фамилию, которую дали всем детям. Настроение быстро меняется. Но Елена говорит Сацуки, чтобы та не жалела ее, потому что у нее есть младший брат, и она не одна. Даже у Шидзу проблемы с Еленой, и она встает, чтобы спросить, какие у нее скрытые мотивы. Она подозревает ее в том, что она шпионка, похитительница или, что еще хуже, убийца. Все ошеломлены этими обвинениями, а бесполезный, безмозглый учитель ничего не делает, чтобы остановить Шидзу, которая допрашивает Елену как преступницу. Елена признается, что хочет встречаться с Мору, и это очень злит Сацуки, а мальчики дразнят Мору за то, что он лорд Рис. Тем временем Сацуки говорит Елене, что она не позволит никому встречаться с Мору. А Елена начинает флиртовать с ней и просит разрешения встречаться с Мору вместо нее. Глупая Сацуки чуть было не попалась, поэтому Шизу вмешивается, чтобы спасти ее от еще большего позора. Она спрашивает Алину, что ей нравится в Моро. Эта чушь продолжается еще какое-то время, и все в классе завидуют бесконечной популярности Моро и его силе. А их бесполезная учительница просто стоит и смотрит на них. Позже, в клубе спецназа, Сацуки и Моро смотрят, как двое членов клуба тренируются друг против друга. Сначала они сражаются на мечах. Потом парень достает цепь и сбивает Сацуки с ног, но она встает и продолжает бой. Момо тем временем нервно спрашивает Моро о том, что иностранная студентка призналась ему в любви. А он спрашивает, откуда, черт возьми, она об этом узнала. Майя подходит и говорит, что об этом знает вся школа, и директор подтверждает это, а потом просит Моро быть добрым с Еленой. Позже вечером, когда Моро возвращается в общежитие, он видит, что Елена ждет его у ворот. Шизу и Сацуки сразу же встают в боевую стойку. Но Елена, не обращая на них внимания, смело приглашает его на свидание завтра, таким тоном, каким обычно говорят только на дуэлях не на жизнь, а на смерть. Сацуки не может отпустить Моро с ней и говорит, что она и Шизу тоже пойдут на свидание. Но Шизу говорит, что у нее другие планы, и уходит. На следующий день на свидание Елена приходит в костюме горничной кошки и начинает вести себя как помешанная на аниме. Когда она узнает, что в аниме все не настоящее, она смущается и снимает повязку. Она снова впадает в депрессию. И чтобы подбодрить его, ему звонит Соцуки и грустно сообщает, что не сможет прийти на свидание, потому что ей нужно помочь старшей сестре с готовкой. Теперь они с Еленой одни, и она берет его за руку и идет с ним. Они идут в Макдоналдс пообедать, чего она раньше никогда не делала. Моро спрашивает, понравился ли ей бургер. Но она отвечает, что он безвкусный.
Она говорит, что хотела попробовать его раньше, но у нее не было времени стоять в очереди. Маро думает, что она была занята учебой. Но Елена говорит, что там, откуда она родом, нет школы и детей учат по-военному. Маро говорит, что им нужно чаще встречаться, чтобы она могла повеселиться, и удивленная Елена спрашивает, не подозревает ли он ее в чем-то. Он спрашивает, не хочет ли она причинить ему вред, и она отрицает это. Тогда он говорит, что все в порядке. Потом они идут в фотостудию, чтобы сделать несколько снимков, а потом в игровую зону, где Маро выигрывает для нее милую куклу. Потом они идут в кино, и Елена решает посмотреть фильм и поболтать с ним прямо там. Тем временем Шизу разговаривает по телефону со служанкой Эдмунда и спрашивает о Елене. Девушка говорит, что Елена хладнокровная убийца, и Шизу в шоке. Елена сейчас в парке с Моро, и они смотрят, как люди играют в мяч. Маро говорит, что в детстве играл в мяч со своим дядей, и она спрашивает, не ушел ли его отец за молоком. Он рассказывает, что его родители умерли, когда он был маленьким, и его воспитывали дядя с тетей. Позже Елена оказывается в своей комнате, и к ней прилетает говорящая ворона. Оказывается, что ворона прилетела от русского исполнителя С-ранга, который приказал ей любыми способами убить Моро. Ворона говорит Елене, что слабость Моро – это его семья, но пока что ей нужно соблазнить его и стать его слабостью. Ворона говорит, что если она успешно выполнит задание, то сможет увидеться со своим братом. На следующий день в школе Елена находит записку в своем шкафчике, и в ней Шизу просит ее встретиться с ней позже. Елена идет на встречу с Шизу, которая говорит, что знает, кто она на самом деле. Елена – убийца, которая по приказу убивает других супергероев. Шизу говорит, что ей не нужно ничего объяснять, потому что она победит Елену и спасет Моро. Начинается бой, и Шизу начинает читать заклинания, посылая в Елену ледяные осколки. Елене удается увернуться от некоторых, но потом ее ранят ледяные осколки, и она начинает замерзать. Каким-то образом она справляется с атакой. Пока Шизу продолжает посылать в нее ледяные осколки, Елена появляется сзади и бросает в нее нож. Шизу внезапно призывает ледяного дракона, чтобы блокировать атаку, к удивлению Елены. Дракон выпускает мощный ледяной луч в Елену и заставляет ее быть начеку. Шизу нападает на нее, когда Елена теряет бдительность, и Елена понимает, что она недостаточно сильна, чтобы выдержать атаки Шизу, не раскрывая свою истинную силу. Поэтому она срывает свой жетон и призывает свой странный меч. Она отражает атаки Сидзу своим мечом и нападает на нее. Сидзу выпускает в нее молнию, но Елена и это блокирует. Дракон тоже нападает на нее, но она отбивается и подпрыгивает, чтобы уничтожить дракона, созданного посохом Сидзу. Сидзу теряет свой посох и понимает, что теперь она в проигрыше. Однако Елена направляет на нее меч и говорит, чтобы она забыла все, что видела сегодня. Она просит сохранить эту дуэль в секрете и не вмешиваться, когда она будет преследовать Мороу. Сидзу спрашивает, что будет, если она нарушит обещание, и Елена говорит, что тогда убьет ее. Но она не собирается отпускать ее просто так, не преподав ей урок. Она наносит удар по ноге Сидзу и заставляет ее опуститься на колени, говоря, что оставит шрам на ее лице, чтобы она никогда не смогла показать его Мороу. Сидзу отвечает, что Мороу не будет ее ненавидеть из-за шрама, и решимость Елены ослабевает. В этот момент приходит учитель, чтобы узнать, что происходит, и Елена убегает, но теперь Сидзу уверена, что у девушки-убийцы все еще есть надежда на искупление. На следующий день в школе Маро замечает, что ни Сидзу, ни Елены нет. Поэтому вечером он идет к Сидзу домой, чтобы проверить, как она... Он видит, что у нее повреждены ноги, и спрашивает, что случилось. Она говорит, что с ней все в порядке, и рассказывает ему о людях-людоедах. Она сообщает ему, что это группа наемных убийц из России, которые поглощают ману магов, таких как они, и что Эдмунд тоже пострадал от человека-людоеда. Мору был шокирован, когда она сказала ему, что Елена пожирательница мужчин, и рассказала о вчерашней дуэли. Он забеспокоился и крепко обнял ее, сказав, чтобы она была осторожна. Он сказал, что Елена должно быть хороший человек, который сейчас лежит в своей комнате, раненый, и мечтает найти своего брата. Но ее разбудил говорящий кот, который сказал, что Мору знает правду о ней. В это время Мору и Сацуки пришли к ее общежитию и позвонили в дверь, но она не ответила, поэтому Сацуки открыла окно и нашла ее. Теперь у нее не было выбора, кроме как впустить их. Сацуки приготовила ужин, а Мору попытался залечить раны Елены. Ночью она заснула в слезах, но проснувшись, увидела, что Мору тоже заснул, держа ее за руку. На следующий день Майя и Момо тоже пришли помочь ей выздороветь. Но Момо, вместо того, чтобы помогать с готовкой, устроила пожар. Сацуки приготовила русские блюда, чтобы Елене стало лучше. Вечером к ней пришла девушка из спецназа и предложила ей после окончания учебы переехать в Японию. Мору пришел, и Елена бросилась его встречать. Она тайком попросила его пригласить ее на свидание на следующей неделе. Через неделю, как и обещал, Мору пригласил ее на свидание в спортивный парк. Тем временем Шизу волновалась за него и позвонила ему. Но он не ответил, и она позвонила Сацуки, которая рассказала ей о свидании Мору с Еленой. В
парке Елена достала свой жетон и призналась, что она пожирательница мужчин, но Мору не удивился. Внезапно она бросилась на него, но он отразил ее удары своим мечом. Они продолжают сражаться, и Маура понимает, что она на самом деле очень сильна. Когда их мечи снова скрещиваются, он удивляется, что она может поглощать ману из его меча. Он выпускает в нее огненный луч, но она отводит его в сторону. С каждым ее ударом его меч становится все бесполезнее. Но он продолжает атаковать ее с решимостью, и она поглощает еще больше маны и бьет его ногой в грудь. Она продолжает нападать на него, но он может только защищаться, и вдруг вспоминает свою прошлую жизнь, когда он был мечником. Он получает заряд энергии и бросается на нее. Тем временем Сацуки сражается с девушкой из спецназа снаружи, так как она не дала ей войти в парк и найти Моро. Она пришла с Шизу, но Сацуки сказала ей найти Моро, пока она будет сражаться с этой девушкой. Девушка ломает меч Сацуки, но та блокирует ее оружие голыми руками и ломает его. Бесполезная девушка сдается, так как не может сражаться без оружия, и обнимает Сацуки. Сражение между Моро и Еленой продолжается, но она измотана и проигрывает. Он протягивает ей руку и говорит, что поможет спасти ее брата. В этот момент появляется Шизу со своей тростью и говорит им прекратить сражаться. Она говорит Алине, что у нее нет брата, и внезапно появляется говорящий кот, который говорит, что Шизу права. Он говорит ей, что это был фрагмент воображения, который он внедрил ей в голову, чтобы заставить ее поверить, что у нее есть брат, и чтобы он мог манипулировать ею, чтобы она выполнила задание. Елена впадает в отчаяние, услышав это, и кот пользуется моментом, чтобы подчинить ее разум и заставить сражаться с Моро. Ее глаза краснеют, и она яростно набрасывается на него. Моро блокирует ее атаки, но она поглощает его ману, и та переходит в ее меч. Однако он получает невероятный заряд энергии и останавливает ее, разбив меч и срезав жетон, из-за чего появляется мерзкое существо. Она падает на землю, но он подбегает к ней и подхватывает. Моро обнимает ее и предлагает стать его семьей, и она начинает плакать, обнимая его. Несколько дней спустя Моро отправляется в Россию, чтобы найти императора Молний, русского лидера, который заставил Елену стать охотницей на людей. Он останавливает машину и спрашивает мужчину, сидящего внутри. Он использует свой телефон для перевода и спрашивает об императоре Молний. Когда мужчина узнает о нем, он срывает свой жетон и нападает на Моро. Моро уклоняется от атаки и вспоминает обрывки другой своей прошлой жизни, что придает ему сил. Он начинает рисовать и посылает на него грозовую атаку. Парень пытается блокировать ее своим щитом, но в итоге падает на землю. Служанка Эдмунда Анджела присоединяется к Моро и спрашивает, мертв ли парень. Но он говорит ей, что не собирается никого убивать. Они садятся в поезд, и Анджела дает ему фальшивый паспорт и визу, пока они ужинают. Они немного разговаривают, и она выражает свое разочарование в Эдмунде, который ведет личную войну против русского лидера. Моро говорит ей, что ей не нужно ему помогать. Но она игнорирует это и вспоминает, что он сделал с парнем, которого они взяли в заложники. Моро сказал парню, что собирается начать войну против русского лидера. Анджела велела ему держать рот на замке. Но он не послушал и сказал, что ему плевать на то, что он держит заключенных или проводит допросы. Панк посмеялся над ним, назвал его глупым и наивным, но Моро достал свой меч, вонзил его в живот парня и повалил его на пол. Они продолжили ужинать. Моро сказал ей, что этот поступок не убьет парня. Он рассказал ей о своей стратегии, чтобы привлечь внимание императора Молний. Анджела была благодарна ему, когда он сказал, что Панк отправится прямиком к императору Молний. И, как он и говорил, парень встретился с российским лидером через зеркало. Он признал, что был побежден Моро. Она холодно сказала ему, чтобы он умер, а затем ударила парня молнией, убив его. Ночью Моро не нашел Анджелу в их спальне. Он вышел из дома и увидел, что она разговаривает по телефону. В академии Майя встретилась с девочками и заметила, что они хорошо ладят с Еленой. Они немного поговорили о Моро и выразили беспокойство за него, который сейчас в другом районе России сражается с другой группой людей. Он продолжал путешествовать и побеждать лидеров районов, даже разрушил здание, чтобы нейтрализовать район. Это продолжалось еще несколько дней, пока он не победил всех лидеров районов. В одном из районов Моро сказал Анджеле присмотреть за его вещами и ушел, чтобы сразиться с 8 мужчинами. Он побежал, а мужчины погнались за ним. Он забежал в лес и вызвал их на бой, и один из них спрыгнул с неба и представился как Кирстен. «Парень, — говорит Моро, — чтобы тот возвращался в Японию, потому что он не хочет, чтобы он и остальные погибли. Но в то же время они не могут ослушаться приказа императора Молний. Начинается бой, и Кирстен нападает на него. Моро понимает, что ему нужно сражаться на открытой местности, иначе это будет невыгодно для него. Внезапно из укрытия выбегают 2 девушки и нападают на него. Ему удается увернуться от их атак. Они начинают копировать себя, чтобы напасть на него. Он побеждает копию, и девушки в гневе нападают на него за то, что он стал причиной смерти Панка. Ему с трудом удается блокировать их атаки, и вдруг на них обрушивается огромный огненный луч.
Он отталкивает девушек, чтобы спасти их, и принимает удар на себя. Ему удается выжить, и он убегает от огня, беспокоясь о том, в порядке ли девушка. Внезапно его окружает густой ядовитый туман, и к нему подходит парень в смешной маске. Он атакует парня своей магией и бьет его по голове, отчего тот падает на землю. Карсон прыгает на него с неба, и он понимает, что они пытаются окружить его. Он взлетает в небо и сталкивается с Кирстен, которая нападает на него, но он произносит заклинание и бросает Кирстен на землю, прямо на 2 девушек. Моро уже победил 4, осталось еще 4. Он находит еще одну девушку и спрашивает, почему она так легко атаковала его. Девушка отвечает, что это потому, что он спас близнецов. Он щелкает ее по лбу, отчего она падает, и говорит ей сообщить остальным, что он победил ее тоже. Близнецы бросаются в погоню, желая отомстить за своего друга, но он не понимает, о ком они говорят. Затем он небрежно нападает на них и с легкостью сбивает с ног. Осталось еще 7, и один из них – тот, кто напал на Анджелу. Парень направляет на них зеркало, и в нем отражается молниеносный император, который произносит заклинание смерти. Моро бросается к Анджеле, чтобы защитить ее от заклинания, и огромный дракон молнией атакует Моро. Анджела в ужасе кричит, надеясь, что он выживет. Ночью Моро снится кошмар о его прошлых жизнях с Сацуки и Шизу. Когда он просыпается, он вспоминает, что произошло прошлой ночью с молниеносным императором. Он упал на землю, и Анджела отнесла его в их хижину и убедилась, что он отдохнул. Он выживает и выздоравливает, и позже они разговаривают с главой района Катей. Она рассказывает, что на самом деле она наполовину японка и наполовину русская. Они продолжают болтать, и Катя просит Моро об услуге, помочь ей освободить одного из ее друзей от контроля молниеносного императора. Они садятся на поезд, чтобы отправиться на новое задание. Катя рассказывает, что молниеносный император забирает сирот и заставляет их сражаться друг с другом, а выживших делает своими телохранителями. Моро вспоминает Елену и то, что с ней случилось, и решает спасти друга Кати. Когда они наконец прибывают на место, Моро снова бьет ее по голове, и она теряет сознание, чтобы он мог защитить ее в поезде, пока они сражаются с молниеносным императором. После этого он и Анджела выходят на улицу. Он говорит ей, что она не должна идти с ним, потому что он не сможет защитить ее. Но она настаивает, что может сама о себе позаботиться. Он игнорирует ее и уходит один. Во дворце парень, с которым дралась Анджела, докладывает императору молний. Но она холодно говорит ему, что неудача недопустима, и приказывает убить его. Затем она выходит на балкон и с помощью своих магических глаз находит Моро, который ждет ее в пустынной местности. Она начинает колдовать. Небо становится темнее, и с него начинают слетать молнии. Она посылает армию солдат и животных, которые могут метать молнии. Он начинает убивать их одного за другим. Но их слишком много. Чем больше он сражается, тем больше молниеносных существ появляется с неба. Но он продолжает сражаться с решимостью и с каждым шагом приближается к императору молний. Она удивлена, что он может противостоять ее армии, чего раньше никому не удавалось. Ее телохранитель говорит ей, что Моро движется так быстро, что ее молниеносным существам трудно за ним угнаться. Она смеется и говорит охраннику, что ответит на его военную тактику своей. Внезапно перед ним появляется большая группа девочек и мальчиков, и он понимает, что это те самые сироты, о которых говорил Кайе. Одна из них пытается напасть на него, но молния пытается поглотить мальчика. Моро убивает существо и спасает мальчика. Вместо того, чтобы напасть на него, существа молнии атакуют группу мальчиков и девочек, а он умоляет императрицу молнии остановить эту жестокую битву. Но она смеется как сумасшедшая и продолжает посылать своих существ, зная, что он не может позволить никому умереть у него на глазах. Среди группы есть подруга Кати, Юля, и она использует свою магию, чтобы остановить Моро, и он падает на колени, пытаясь освободиться. 2 девочки и мужчина нападают на него, и существа молнии тоже, но тут появляется Анджела и снова спасает Моро. Не только она, но и Катя, Сацуки и Седзу тоже приходят ему на помощь. Катя видит Юлю, но, кажется, не узнает в ней свою подругу. В этот момент появляется Елена, как и Сацуки с Сидзу. Они используют магию телепортации. Она говорит группе мальчиков и девочек, чтобы они перестали сражаться с Моро, и рассказывает, как она сама освободилась от того, что была людоедом. Она умоляет их тоже освободиться, как она это сделала с помощью Моро. Катя подходит к Юле, пытаясь вернуть ей память, а Елена срезает с нее жетон, и Юля наконец-то вспоминает Катю. Затем Анджела говорит всем, чтобы они уничтожили существ молнии, и все соглашаются. Решив победить императрицу молнии и ее армию, они начинают атаковать существ и уничтожать их одного за другим с помощью своей магии. Императрица молнии приказывает стражникам связаться с правительством и сообщить о ситуации. Затем она начинает петь, и с неба падают новые молнии, создавая гигантского босса, который шокирует Моро и остальных.
Он такой огромный, что они даже не видят его торс, и он медленно приближается к ним. Шидзу и Катя начинают рисовать, а Моро подпрыгивает в воздух и тоже рисует, посылая мощную атаку. Они объединяют свои атаки и направляют их на существо. Но это не причиняет ему особого вреда. Все в ужасе смотрят на него. Моро говорит им всем лечь на землю, потому что существо посылает мощную атаку, которая буквально разрушает гору. Моро внезапно вспоминает свою прошлую жизнь и получает мощный заряд энергии. Он решительно начинает рисовать, готовый использовать свое запрещенное заклинание. Он с силой ударяет по земле, создавая огромную волну воды, и всем удается удержаться на плаву. Он бьет по воде ногами и посылает огромные водяные щупальца в сторону молниеносного зверя, поймав его в ловушку и в конечном итоге уничтожив гигантское существо. Все с благоговением наблюдают за этим, пока небо проясняется. Императрица Молнии не может поверить, что он уничтожил ее сильнейшего зверя, и ее стража убегает. Он появляется перед ней, и она начинает рисовать. Она не хочет признавать свое поражение. Она посылает своего громового дракона, но он просто отражает атаку водой. Она в шоке и, наконец, признает свое поражение, готовая служить ему. Она умоляет сохранить ей жизнь, но он напоминает ей, какой жестокой она была со своими людьми. Она продолжает умолять его, зля его, и он отчитывает ее, прежде чем уйти. Все счастливы, что он победил ее, а Анджела гордится тем, что он выиграл эту войну, не лишив никого жизни. В Академии директор сообщает остальным, что Моро победил императрицу Молнии и возвращается. Все они взволнованы и рады этой новости. Но директор говорит им, что он прибудет с помощью телепортации только завтра. Они все уходят, а мальчики завидуют, что он проведет ночь с русскими девушками. Мейер выражает свое разочарование директору, что не смогла встретиться с Моро раньше, а директор обнимает ее и утешает. В России Сацуки и Елена простужаются после глупой ссоры из-за того, кто будет младшей сестрой Моро. Катя дает им горячий чай, а Сацуки ругает Шизу за их состояние, которое находится с Моро, и спрашивает его, как он общается с Анжелой во время поездки. Он пытается объяснить, но Шизу говорит, что все в порядке, и что она все знает, потому что Анжела общалась с ней во время их путешествия. Шизу приближается к нему, и он спрашивает ее о своем сне, в котором он был с ней в прошлой жизни, и говорит, что во сне монстр забирает у него одну вещь за другой. А она отвечает, что это может быть не сон о прошлом, а о будущем. В японском правительстве Эдмунд смотрит по телевизору репортаж о битве Моро с Императором Молний. Он говорит, что было бы здорово, если бы они могли увидеть эту невероятную битву лично. Внезапно директор падает на свой стол, и его помощник сообщает Эдмунду, что это знак предупреждения об ужасном монстре. Тем временем Моро прощается с Катей и Юлей, а девушки готовятся к тому, что он присоединится к ним в кольце телепортации, чтобы отправиться в Японию. Но вдруг ему звонит директор. Сацуки первой приходит в школу, а остальные девочки приходят одна за другой. Но Моро с ними нет. Майя начинает беспокоиться и спрашивает Сацуки, где Моро. Оказывается, он узнал о появлении ужасного монстра и теперь помогает русским его победить. Монстр выглядит как гигантская мерзкая слизь, и вокруг него летают вертолеты, стреляя в него. Моро вместе с Катей и Юлей обсуждают ситуацию. Слизь приближается к ним, и Моро готовится к бою. Когда Майя слышит об этом, она очень расстраивается и начинает плакать. Сацуки пытается ее успокоить. Но она говорит, что ей одиноко спать без него, и Сацуки предлагает ей сегодня переночевать у нее, чтобы она почувствовала себя лучше, и обнимает ее. Энджела разговаривает по телефону с Эдмундом, который сообщает ей, что слизь побеждена. Но состояние руководителя не улучшается, а это значит, что будут новые проблемы и монстры. Он говорит, что ситуация настолько плоха, что руководитель потерял сознание, и говорит, что случится что-то ужасное. Как и обещала, Сацуки приглашает Майю переночевать у нее, но потом к ним присоединяется Момо. Затем приходит Шизу и говорит, что комната слишком маленькая для нее, чем злит Сацуки. Вскоре к ним присоединяются еще несколько девушек, и комната наполняется людьми. Сацуки в ярости, но остальные достают купленные закуски и начинают есть. Затем девушки решают устроить бой подушками и выбирают Сацуки в качестве мишени. Они весело кидают друг в друга подушки, и Майя забывает о своем одиночестве. Ночью они все ложатся спать, но Майя не спит. Сацуки встает и спрашивает ее, в чем дело. Майя говорит ей, что больше не чувствует себя одинокой, и внезапно у Сацуки появляется видение ужасного монстра, от которого Шизу просыпается. В штабе Эдмунд получает сообщение, что состояние директора ухудшается, и он спешит к нему вместе с помощником. Директор говорит ему, что это не обычный монстр, а древний дракон. В другом городе Японии люди замечают в небе странную черную дыру, из которой появляется ужасающий дракон. Люди в панике разбегаются, и город в опасности. Шизу и Сацуки беспокоятся, что Моро нет с ними, когда нация под угрозой нападения дракона. Позже капитан спецназа сообщает команде, что это существо отличается от монстров, с которыми они сражались раньше. И его силы неизвестны.
Он сообщает им, что дракон сеет хаос в городе и что скоро к ним присоединится Эдмунд. Моро сейчас в России, а директор готовится создать портал для телепортации. А пока они должны защищать школу и учеников. После этой мотивирующей речи спецназ готовится к битве с драконом, и Анджела тоже присоединяется к ним. Они хором произносят клятву и начинают миссию. Они наблюдают за драконом с безопасного расстояния, прячась за деревьями. Директор спешит вместе с Майей подготовить безопасный портал для телепортации. Дракон понимает их план и взлетает в воздух, атакуя город. Он сжигает лес и вынуждает их выйти из укрытия. Они покидают лес и бегут на улицы, а дракон летит над ними, готовый напасть. Сацуки падает, но остальные члены спецотряда посылают в дракона лучи своей стихийной магии и спасают ее. Однако дракон способен останавливать их совместные атаки с помощью магической печати, которую он создает с помощью своих глаз. Шизу объясняет, что дракон может отражать их заклинания, произнося их в обратном порядке на высокой скорости. Они понимают, что дракон может использовать их заклинания против них самих, и убегают. Но дракон выпускает в них мощный огненный залп. Тем временем Моро находится в России и наблюдает за происходящим в Японии. Увидев монстра, он наконец-то полностью вспоминает свою прошлую жизнь. В его жизни с Сацуки дракон преследовал ее и уничтожил своим огнем. В его прошлой жизни с Шизу дракон уничтожил ее своим хвостом. Он злится, что дракон уничтожил его любимых в прошлом и угрожает сделать то же самое в настоящем. К счастью, команда спецотряда выживает и атакует дракона. Одна из девушек бросает в него огромный валун, но дракон становится невидимым на секунду и уворачивается от атаки. Они в шоке, но дракон тут же выпускает в них огромный огненный залп. Они быстро пытаются убежать. Остальные ученики в страхе прячутся в школе. Пока спецотряд сражается с драконом, он начинает атаковать город, и люди в панике разбегаются. Директор находит безопасное место и начинает создавать портал для телепортации. Капитан спецотряда прыгает на спину дракона и готовится вонзить свой меч. Но дракон сбрасывает его как комара, и он падает на землю. Дракон выпускает в него огромный огненный луч, но вице-капитан успевает его спасти. Она создает мощный барьер и сдерживает огонь, но дракон быстро отменяет ее заклинание, и она бросается к ней на помощь. Затем дракон улетает и нападает на Сацуки, но Момо принимает удар на себя. Она подходит к ней и пытается привести ее в чувство. Дракон продолжает сеять хаос в городе, нападает и на Майю. Но директор принимает удар на себя и спасает ее. Майя пытается исцелить ее, но директор отказывается и говорит ей закончить заклинание, которое она начала, и создать портал для телепортации. Майя решительно продолжает заклинание и начинает писать. Тем временем Сацуки пытается привести Момо в чувство, но к ней подходит Елена и говорит, чтобы она отвлекла дракона на себя. Дракон преследует их и дышит огнем. Пока Майя продолжает писать, дракон внезапно появляется перед ней и бросается на нее, но Эдвард вовремя появляется и блокирует его щитом. Майя наконец заканчивает заклинание и создает портал для телепортации, и Моро вместе с Катей и Юлей прибывают на место происшествия. Анджела спрашивает Шизу, что это за дракон, ведь он отличается от всех монстров, с которыми они сражались раньше. Шизу удивляется, почему монстр не разрушил все вокруг, ведь он вполне мог это сделать, как будто дракон играет с ними. Елена тоже падает, и Сацуки пытается привлечь внимание дракона. Он преследует ее и выпускает огромный огненный шар, но ее спасает Моро. Шизу и Сацуки рады его видеть. Но он в ярости от дракона и приказывает всем отступить вместе с ранеными. Он полон решимости покончить с этим существом раз и навсегда. В прошлом дракон уже отнял у него все, но он не позволит ему сделать это снова. Он подпрыгивает в воздух и начинает чертить что-то в воздухе. Соединяет энергетический шар со своим мечом, чтобы создать свое самое мощное оружие. Он направляет мощный черный луч на дракона. Но ничего не происходит, и заклинание начинает действовать в обратную сторону. Шизу сообщает ему, что магия на дракона не действует. Дракон выпускает в него огромный огненный луч, но ему удается блокировать его. Дракон издает громкий визг, и все закрывают уши, не в силах его вынести. Моро пытается встать, но ломает свой меч. Дракон открывает пасть и выпускает на него рой уродливых существ, похожих на ОС, и Моро пытается их убить. Шизу понимает, что дракон до сих пор только играл с ними. На самом деле он ждал Моро. Моро продолжает уничтожать существ, похожих на ОС, а дракон внезапно исчезает и появляется перед Шизу и Сацуки. Моро беспомощно кричит, когда дракон превращает их в камень. Он в шоке дрожит. Он не смог спасти своих возлюбленных, как и в прошлой жизни. Он не смог спасти ни одну из них. Он кричит от злости, воет, как чудовище, и начинает превращаться. Эдмунд говорит остальным, что это эффект ящика Пандоры превращения от отчаяния. Моро приходит в ярость и начинает атаковать дракона. Анджела говорит ему, чтобы он взял себя в руки, иначе он может разрушить город вместе с драконом. Но он не обращает внимания и продолжает атаковать монстра, как сумасшедший. Он превращается в кровожадного зверя, жаждущего мести, и все смотрят на него с ужасом.
Он накладывает заклинание на тело дракона, готовый уничтожить его вместе с городом. Но вдруг Сидзу и Сацуки вспоминают свое прошлое, и их каменные копии выходят из своих укрытий. Они полны решимости освободить его от кровожадности и выходят вперед, и он потрясен, увидев их живыми. Но они выглядят так же, как в прошлом. Они берут его за руки и говорят, что всегда будут вместе, в этой жизни или в следующей. Он снова становится собой и превращается в воплощение своих прошлых жизней. Прибывает команда спецназа, исцелившаяся благодаря Каю, и готова помочь Моро победить дракона. Вместе они нападают на дракона и его крылатых существ. Моро удивленно наблюдает за ними, и Сацуки говорит ему, что на этот раз он не один. Они взлетают в воздух, и он начинает рисовать. Дракон пытается их остановить, но члены спецназа и Анджела нападают на него. Дракон выпускает огромный огненный луч, но Катя и Юлий останавливают его. Остальные ученики школы начинают болеть за них. Майя наблюдает за невероятной битвой, пытаясь исцелить директора. Дракон выпускает еще одну звуковую атаку, но Эдмунд спасает Елену и остальных, блокируя ее. Моро заканчивает свое заклинание и вместе с Сидзу и Сацуки атакует дракона, создавая невероятно мощный гигантский меч, и полностью уничтожает дракона мощным взрывом. Все наблюдают за этой эпической битвой и радуются победе над драконом. Директор приходит в себя и говорит своему помощнику, что Моро, должно быть, победил дракона, потому что теперь он в порядке. Несколько дней спустя Эдмунд и Анджела попрощались с Моро и девочками и отправились обратно в Англию. Позже Моро спрашивает Сацуки, помнит ли она дракона из прошлой жизни, и она признается, что ей часто снились сны об этом. Затем приходит Шизу и начинает подшучивать над ней. Они, как обычно, начинают спорить, а Моро наблюдает за ними, радуясь, что все вернулось на свои места.